Кен Сильверман в 1993 году впервые в своей жизни увидел шутер от первого лица. Это был Wolfenstein 3D от id Software. Игра произвела на подростка, как и на многих тогда, большое впечатление. Через пару лет после этого Кен, уже будучи студентом, разработает свой движок Build Engine, на котором будет построена игра Duke Nukem 3D. Компания 3D Realms заключила с ним договор о создании для них игрового движка еще до того, как он стал студентом. И в 1996 году на основе этого самого движка выпускается игра Duke Nukem 3D. И эта игра не нуждается в представлении. Буквально на следующий год стали появляться порты на платформы, отличных от ПК. Sega Saturn, PlayStation 1, Nintendo 64 и даже для портативных Game.com. Да, серьезно. Но был и еще один порт на платформе, которая явно не была для этого предназначена. Приветствуйте! Duke Nukem 3D для 16-битной игровой консоли Sega Mega Drive. Эта игра вышла в 1998 году благодаря стараниям бразильской компании Tectoy. К этому времени Sega запустила и успешно убила Sega CD, 32X и Sega Neptune. И Sega вовсю продвигала свою новую приставку Dreamcast, которая была способна переваривать игры вроде Soldier of Fortune и даже третий Quake. Но в Бразилии особенная ситуация с игровой индустрией. Дело в том, что там действуют очень высокие заградительные пошлины на ввоз электроники. Поэтому до сих пор там успешно производят, продают, покупают и играют в 16-битные игровые консоли. И вот на волне популярности игры Duke Nukem 3D компания Tectoy принимает решение выпустить на рынок Бразилии порт игры для популярной у них 16-битной Sega Mega Drive. На Mega Drive в принципе уже были игры от первого лица, и все они отличались либо крайне низкой частотой кадров, либо сильно урезанным обзором и архитектурой уровней проще, чем у того же Wolf 3D. Очевидно, что никакой игры на движке Build Engine здесь не будет, поэтому на языке C и ассемблера началась работа над собственным движком. Дэниэль Тревисон поделился хоть какой-то информацией в интервью 2016 года, когда работа дизайнером в Tectoy для него уже стала бывшей. Он отмечал постоянный контроль со стороны Sega, эффекты, звуки, контент и традиционное тестирование. Разработка этой игры в целом была напряженным испытанием для разработчиков. Да и воссоздать нечто трехмерное, пусть и псевдо-трехмерное, на Mega Drive, да еще в сжатые сроки, задача нетривиальная. Они разрабатывали игру, стараясь постепенно наращивать сложность от уровня к уровню. При этом, чтобы, к примеру, каждый ключ к открытию двери был чем-то новым и интересным для игрока. И, как сказался тот же Даниэль, Duke Nukem для Mega Drive был создан с нуля и разработан 3 профессионалами, 2 инженерами и дизайнером. Всего на создание этого проекта потребовалось у команды около года. Разработчики по окончанию получили даже поздравительное письмо. В нем Sega отмечает отлично проделанную работу по созданию такой игры на такой ограниченной платформе. Что ж, давайте мы сначала поговорим о технологии игры. Я заметил много общего с Wolfenstein 3D. Нет разницы высот, пол и потолок всегда на одном расстоянии друг от друга. Они же не имеют текстур, двери открываются в бок, соответственно и перспектива всегда одна и та же, и она совпадает с Wolfenstein 3D. Между тем, между ними есть и серьезное отличие. В Duke Nukem 3D на Sega Mega Drive у стен есть параметр толщины, и они даже могут придавить игрока. Есть прозрачность предметов, например, окна и несплошные стены, через которые можно смотреть на открытый космос. Есть дверные замки со связанными ключами, то есть простые триггеры, которые зависимы от состояния сразу нескольких объектов. В игре также можно встретить порталы и лифты. И те, и другие в принципе работают одинаково, просто перемещают объект, игрока или небольшую комнату с игроком внутри в другое место карты. Кстати, подавляющее большинство спрайтов частично или полностью отрисованы через строчно по вертикали. В принципе, видеочипу нет дела каким цветом заливать точку, так что можно сделать вывод, что это было сделано для экономии, во-первых, памяти картриджа, а также сделано это для уменьшения отображаемого разрешения. В случае же с Duke Nukem 3D на Mega Drive
Это заметно в первую очередь, если вы играете либо на эмуляторе, либо на оригинальной консоли с выводом изображения по RGB. Но при композитном подключении получаем забавный эффект, нечто вроде сглаживания. Метод этот весьма стар и использовался еще в Sonic the Hedgehog. Кстати, о забавных фактах. Выход в космос, по факту, это такой же уровень со стенами, потолком и полом. Просто текстуры на этих стенах не нанесены и изменяется управление дюком. Даже автобег работает. Но что касается производительности, ведь частота кадров очень важна для шутера. Предыдущие шутеры от первого лица на данной платформе не показывали выдающихся результатов. Что ж, Duke Nukem 3D для Mega Drive не стал исключением. Фреймрейт здесь очень низкий и весьма нестабильный. Он постоянно скачет от 30 до 15 кадров в секунду, и управление очень сильно затрудняется из-за этого. И несмотря на то, что сейчас на графике вы видите более высокие показатели, к сожалению, это обман алгоритма. Видимо, движок отрисовывает игровое поле слева направо. Посмотрите, как происходит смена кадра. Фактически одна смена кадра занимает 3 кадра. Наличие объекта с прозрачностью также сильно сказывается на частоте кадров, а при включении карты уровня он вообще может упасть ниже 10 по факту. Низкий фреймрейт очень неприятен, но если он еще и нестабилен, как здесь, это уже очень большая проблема, которая затрудняет управление и ориентирование. Что ж, давайте перейдем теперь к самой игре и ее контенту. Враги полностью взяты из оригинальной игры, просто отрисованы с низким разрешением. Всего их в этой игре 10 видов. При этом один из них, финальный босс Overlord, встречается в игре один раз, в самом финале игры, и является, соответственно, финальным боссом. Оружие сохранено не все, лишь основные 7 видов, включая ногу дюка. В игре 12 уровней. Вам также нужно искать ключи, подбирать переключатели и исследовать нелинейные уровни. Само по себе это звучит интересно и в целом отличное достижение, но есть то, что портит все впечатление от этого. Первое – уровни. Несмотря ни на что, они весьма однообразны. Они пусты, и даже разнообразие текстур начинает повторяться уже к 4-му уровню. Если бы они и игра в целом была бы несколько короче, то это не так бросалось бы в глаза. Вообще, каждый уровень проходится здесь за 30-40 минут, но по факту на каждый требуется гораздо больше времени. И дело тут во второй причине. Игра очень сложна. Враги видят вас даже тогда, когда они так далеко, что для вас они являются лишь одним единственным пикселем на горизонте. При этом бьют они точно в цель, наносят много урона, и у них никогда не заканчивается боезапас. К тому же управление очень сложное. Прицелиться крайне тяжело, это занимает время и несколько попыток. Помощи в прицеливании нет, зато есть крайне нестабильная частота кадров, которая только усугубляет проблему. Умирать вы будете много, часто и постоянно. Duke Nukem 3D для Sega Mega Drive – это очень интересный и даже несколько амбициозный проект для платформы Mega Drive. Учитывая ее мощность, бюджет разработки и весьма сжатые сроки, можно заключить, что это действительно техническое достижение. Но проблемы геймдизайна, дизайна уровней достаточно велики, чтобы сделать эту игру объективно неинтересной для прохождения в наши дни. Но ознакомиться с таким необычным проектом для Sega Mega Drive все же интересно.